В 2017 году биткоин стоил всего $1000, и буквально за год его цена выросла до 20 тысяч. Но на этом чудеса не закончились, потому что проходит еще 3 года, и биткоин стоит уже 40 тысяч. Думаете, это все? Нет, ведь еще через год биткоин фиксирует исторический максимум $69 тысяч. После чего люди, которые покупали его в 2017 году, становятся настоящими миллионерами. Наверняка и вы ловили себя на мысли, что если бы я купил биткоин несколько лет назад, сейчас бы жил в шоколаде. Лукавить не буду, я также именно с этой мыслью пришел в крипту более 3 лет назад. Крипта — это бесспорно тренд, который с каждым годом набирает бешеные обороты. Ведь трейдинг, NFT, аирдропы, арбитраж, P2P и другие непонятные слова, которые вы ежедневно слышите в интернете, обещают сделать из вас чуть ли не второго Илона Маска с капиталом по $200 миллиардов. Но за время работы с криптой я изучил огромное количество информации, перепробовал десятки различных способов заработка и сегодня максимально честно и объективно готов поделиться своим личным опытом. Это видео является лучшим гайдом для любого новичка, потому что сегодня все будет четко и по делу, ведь главная задача, чтобы после просмотра каждый новичок понял, что такое криптовалюта, зачем она нужна, как ее покупать, где хранить, с чего стоит начать и какие существуют популярные способы заработка. В данном видео мы кратко затронем очень много тем, поэтому для вашего удобства тайм-коды будут в описании. Также, если вы желаете увидеть подробное видео на одну из тем сегодняшнего ролика, пишите в комментариях и дополнительно поддержите нас лайком, чтобы мы делали больше таких полезных гайдов. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, и без лишних слов давайте начинать. Итак, сразу начну с первого полезного совета. В крипте самое главное — это всегда оставаться в курсе всех важных событий, ведь так вам будет проще анализировать рынок и зарабатывать на этом. Но сами понимаете, что искать всю информацию в интернете долго и нудно, поэтому я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, благодаря которому вы ежедневно будете получать самые свежие новости, актуальные прогнозы, подборки перспективных монет для покупки и многое другое. В телеграм мы 24/7 на связи, и только наши подписчики остаются в курсе всего происходящего на рынке крипты, так что обязательно подпишись по ссылке в описании. Касательно криптовалюты, первый вопрос, который у вас возникает: что это такое? Максимально простыми словами, крипта — это цифровые деньги, которые функционируют в блокчейне, а блокчейн — это отдельная сеть, в которой вы можете отправлять и получать криптовалюту. И как вы понимаете, ее нельзя пощупать руками или хранить у себя под матрасом, как обычные фиатные деньги. Наглядным примером выступает самая известная и первая криптовалюта в мире биткоин. Его экосистема состоит из 3 главных вещей, а именно блокчейна, самого биткоина и вот таких адресов, которые получают пользователи во время регистрации. Согласитесь, это очень сильно напоминает банк, где вам создают счет, с которого вы можете отправить деньги на другой счет, благодаря банковской системе платежей, и при этом физически с деньгами вы также не контактируете. И вот таким образом я сразу ответил еще на один вопрос: зачем придумали криптовалюту? Конечно же, для перевода ваших денег в любую точку мира, но эксперты у вашего подъезда наверняка скажут, что крипта — это скам, и зачем для перевода средств использовать не банк, а какой-то блокчейн. Во-первых, это цена, ведь если вам нужно отправить деньги на другую половину земного шара, вам понадобится система SWIFT, которая берет фиксированную комиссию $20 и 1% от суммы вашего перевода, и это минимум, потому что дополнительные проценты могут добавить банки, а во-вторых, это время. Переводы SWIFT занимают от 1 до 5 рабочих дней, а вот благодаря биткоину вы можете отправить деньги хоть в космос за пару минут, заплатив при этом пару $1 комиссии. И в этом плане биткоин составляет уверенную конкуренцию старой банковской системе, которая не меняется уже последние 20 лет. Также огромный плюс крипты — это децентрализация. Это значит, что у биткоина нет центрального органа, который им управляет, и любые ваши транзакции никто не может отменить или заблокировать, как это иногда делают банки, что позволяет нам чувствовать хоть какую-то финансовую свободу. И еще одним преимуществом крипты является 100% прозрачность, поскольку блокчейн позволяет вам в режиме онлайн видеть абсолютно все транзакции, которые совершают пользователи. Таким образом, вы можете гарантированно убедиться в том, что ваши биткоины были получены тем или иным адресом. Ну и вишенкой на торте является анонимность, ведь для создания любого кошелька вам не потребуется ни паспорт, ни другие документы. Вот поэтому почти 500 миллиарда человек по всему миру активно пользуются криптой. Но помимо биткоина есть
есть сотни, а то и десятки тысяч других криптовалют. И здесь хотел бы вас познакомить с первым сервисом, где вы можете эти монеты отслеживать. Называется он CoinMarketCap. На нем собрана большая часть всех существующих монет, где можно узнать текущую рыночную цену, посмотреть на то, сколько вырос биткоин за день или месяц, и многие другие функции, которые тебе как новичку пока что не нужны. По поводу разновидности крипты. Сейчас ты уже знаешь, что такое биткоин. И запомни, что все кроме биткоина называется альткоинами, то есть альтернативными монетами. Самым известным альтом является эфириум, или как его называют эфир. Эфир находится на втором месте после биткоина и также пользуется огромной популярностью среди инвесторов, а также разработчиков. Ведь помимо транзакций, на блокчейне эфириум можно строить отдельные проекты, но сегодня мы в это углубляться не будем. И третьей высококапитализированной монетой является USDT. Это стейблкоин, который, несмотря ни на что, всегда будет стоить $1, потому что его цена автоматически подкреплена к доллару США. Это очень удобно, потому что цена биткоина меняется каждую секунду, и при переводе вы можете потерять часть денег лишь потому, что его цена упала. Со стейблкоином такого не бывает. Если вы отправили 1 USDT, он всегда равняется $1. Ну а дальше начинаются те самые альткоины, которые можно купить на любой вкус и цвет. Их создают под разные цели, и они решают разные проблемы. У одних быстро выполняются транзакции, у других самые низкие комиссии, а третьи можно использовать под определенные задачи. Но для начала я рекомендую тебе изучить монеты из топ-20, ведь это фундаментальные проекты, которые находятся на рынке уже давно, потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Ведь с увеличением рейтингового места крипты растут риски ее покупать. Кстати, о покупке. Чтобы научиться правильно подбирать перспективные монеты с хорошим потенциалом роста, нужно потратить не один год на изучение этой индустрии. И знаете, изучать этот темный лес самостоятельно очень сложно, но куда проще это сделать с профессионалами нашей подписки Coin22 Pro. Подписка Pro помогает всем новичкам и не только получить исключительно самые необходимые знания, которые нужны для заработка на криптовалюте. Coin22 Pro успешно работает уже больше года, и за это время мы обучили более 1000 участников, которые сейчас показывают очень хорошие результаты. А все благодаря тому, что мы не изучаем сухую теорию, а сразу применяем все знания на практике. Ведь таким образом материалы усваиваются гораздо лучше. Я, как человек, который прошел этот путь с нуля, могу сказать, что знающих специалистов, которые всегда с тобой 24/7 на связи, порой очень не хватает. А вот наша команда всегда будет готова ответить на ваш любой вопрос. Поэтому, если ты новичок и желаешь изучить это направление вдоль и поперек, переходи по ссылке в описании, там ты сможешь ознакомиться с отзывами наших участников и присоединиться к подписке Pro. Но прежде чем покупать криптовалюту, давайте сначала расскажу, где ее нужно хранить. На сегодняшний день есть два способа хранения – на кошельках и на биржах. Давайте рассмотрим криптокошельки. В свою очередь они делятся на два вида – холодные и горячие. Чем же они отличаются? Холодные – это вот такие устройства в виде флешки, которые будут работать только тогда, когда вы подключите их к компьютеру. Главный плюс холодных кошельков – их невозможно взломать. Ведь, как я сказал, чтобы отправить с них биткоин или эфир, нужно подключить их к компьютеру. Такие кошельки продаются в интернете. Самые популярные представители это Ledger и Trezor. Если вас интересует детальный обзор, подсказка есть сверху. Второй вид кошельков горячие. Это обычное приложение на телефон или компьютер, где не нужна никакая флешка, ведь все работает по принципу онлайн-банкинга. Открывайте телефон, выбирайте крипту, какую вам необходимо отправить, вставляйте адрес и проводите транзакцию. Минусы горячих кошельков это хакерские атаки и взломы. Да, севернокорейские хакеры Lazarus Group не спят, и даже буквально этим летом взломали больше 5000 кошельков популярного Atomic Wallet и вывели под $100 миллионов. Вот поэтому я не советую хранить всю свою крипту на горячем кошельке, а уж тем более на одном. Но тебе, как новичку с балансом не больше $1000, таких кошельков как Trust Wallet и MetaMask хватит с головой. В интернете полно информации, как их установить и как ими пользоваться, поэтому я уверен, что с этим у тебя проблем не будет. Ну а хранение на криптобирже это тот же кошелек, только он подкреплен к вашему биржевому аккаунту, и чуть позже вы узнаете, как он работает, потому что сейчас мы переходим непосредственно к покупке. Варианты покупки крипты также бывают разные, но мы разберем самые удобные и простые. Например, вы уже создали себе криптокошелек и у вас на карте есть деньги, за которые вы хотите купить биткоин. Что же делать в такой ситуации? Для покупки биткоина вы можете воспользоваться обменником. Для этого есть специальный сайт под названием BestChange, где собраны проверенные обменники, которые работают по принципу
количество обменников в вашем городе. В левой части есть раздел «Отдаете и получаете». В «Отдаете» выбираете ваш вариант. Это может быть Visa, MasterCard или название вашего банка, а в пункте «Получаете» указываем биткоин. Выбираем обменник, где больше всего отзывов. Далее указываем данные вашей банковской карты и вот сюда вставляем адрес вашего кошелька. Помните, это тот адрес, про который я рассказывал, когда говорил о блокчейне. Данный адрес вы можете найти в вашем криптокошельке. После подтверждения в течение нескольких минут вы получите на адрес биткоин. И все, вы купили вашу первую криптовалюту. Как видите, это максимально просто. Второй самый распространенный вариант покупки – это криптобиржи. В уже известном вам CoinMarketCap есть рейтинг популярных бирж, и как вы видите, самый популярный из них является Binance. Binance запустили в 2017 году, и всего за 6 лет работы биржа успела получить огромную популярность и больше 150 миллионов активных пользователей, за счет чего я 100% рекомендую Binance к использованию. А благодаря тому, что наша команда Coin22 официально сотрудничает с Binance, регистрируйся по нашей ссылке в описании и получи огромное количество преимуществ в виде скидок на комиссии, акций, промокодов и множество других бонусов. А полный гайд на Binance находится перед вами. Баланс биржи можно пополнить через карту, затем полученную фиатную валюту конвертировать в стейблкоин USDT, о котором я говорил ранее, а после этого за USDT можно купить абсолютно все монеты, которые находятся на платформе, после чего купленные монеты можно хранить на самой бирже. Также есть такая функция, как P2P, когда вы через биржу покупаете USDT у живых пользователей, а оплату проводите им на карту. Лично я пользуюсь P2P постоянно, ведь это самый дешевый способ покупки USDT, который существует на данный момент. Напоминаю, что вся информация по бирже Binance есть в плейлисте в описании. В принципе, обменники и биржи – это самые удобные варианты покупки криптовалюты, но учтите, что нужно использовать только самые популярные платформы, ведь сейчас есть очень много скам-бирж и скам-обменников. Преимущество биржи в том, что они централизованы, то есть у них есть поддержка, и в случае каких-то проблем вы можете получить базовую помощь. И разница между покупкой на биржах и обменниках – это то, что на биржах нужна верификация вашей личности, а покупая через обменники, вы остаетесь более анонимными, ведь ваши документы не требуются. В целом, на данный момент вы уже с легкостью можете создать криптокошелек и купить свою первую крипту. Моя основная задача выполнена, но давайте разберем самые популярные способы заработка. Для начала вы должны иметь в виду, что рынок крипты усеян скамом. Мошенников, желающих забрать ваши кровно заработанные, здесь хоть отбавляй. Но мы не будем с вами трогать высокорискованные способы, а рассмотрим для начала два варианта – инвестирование и трейдинг. В начале я говорил, что те люди, которые покупали биткоин в 2017 году по $1000, заработали больше 6000%. Вот это и называется инвестированием, когда вы покупаете крипту и забываете про нее на пару лет, а спустя это время собираете плоды ваших ожиданий. Но какую крипту купить? Пока вы не освоите поведение рискованных альткоинов, ваш портфель должен состоять на 70% из биткоина, 20% эфира, и только оставшиеся 10% вы можете распределить в альткоины по своему желанию. Это базовый вариант. Такой формат и называется инвестированием, когда вы покупаете и просто ждете год и более, а с каждым месяцем докупаете биткоин, увеличивая размер вашего портфеля. Это не самый высокодоходный вариант заработка на крипте, но зато более надежный и лучше, чем банковский депозит, который дает 4% годовых. А вот чтобы зарабатывать на крипте ежедневно, нужно использовать трейдинг, когда вы за короткий промежуток времени покупаете монеты дешевле, а продаете дороже. И на таких операциях ежедневно можно зарабатывать по 5-10%. Но чтобы получать такой результат, нужно иметь много опыта и знаний, которые мы, кстати, и предоставляем в нашей подписке Pro. Тем не менее, для начала вам необходимо изучить именно инвестирование и собрать тот золотой портфель, о котором я говорил ранее. И таким образом вы сделаете самый сложный шаг в эту индустрию. Вообще, такую вещь, как крипту, можно обсуждать часами, потому что здесь очень много нюансов и подводных камней, которые ты начинаешь осознавать только с опытом. Я более чем уверен, что у вас остались некоторые вопросы после просмотра, но поверьте, это нормально. Поэтому я готов лично ответить на каждый из них. И мы будем только рады, если вы напишите, какой раздел из области крипты стоит разобрать в отдельном видео и уделить ему особое внимание. А ваш лайк ускорит выход таких полезных обучающих видео. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, где мы ежедневно остаемся на связи. Дополнительно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и увидимся с вами в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!